Здравствуйте, меня зовут Константин, и мы продолжаем серию видео по импорту инструментов Toolkit SolidCAM 2021. Сегодня я вам покажу, как импортировать отрезной инструмент для отрезки детали. Он состоит из трех элементов. Это блок, отрезное лезвие и пластина. Скачал я их отдельными элементами. Это блок и лезвие с пластиной. Вот. Что сегодня у нас будет интересно? То есть в SolidCAM теперь мы сможем регулировать вылет лезвия, то есть установить именно тот вылет, какой нам необходим для отрезки детали. Ну и смотрите до конца, я вам покажу, что не все так хорошо в программе SolidCAM. И давайте начнем. Первое, что вам нужно, это собрать блок и лезвие с пластиной, то есть сделать сборку. Сборку вам нужно сделать именно в таком виде, чтобы эта поверхность блока была совмещена с поверхностью лезвия. Ну и совместить, так как лезвие должно стоять в блоке. Это я вам показывать не буду. Эскизики для систем координат я уже также нарисовал. Кто не видел, как они рисуются, посмотрите предыдущие видео. И в данном случае нам понадобится три системы координат. Давайте мы начнем их устанавливать. Первая система координат у нас должна стоять на торце блока. Вот в этом месте. Ось X должна быть перпендикулярна вот этой поверхности. Вот. В таком виде у нас должна появиться первая система координат. Вторая система координат должна стоять, где у нас крепится пластина. Давайте я пластину скрою. То есть вот это середина места, где у нас крепится пластина. То есть система координат в этом месте. Ось Y у нас перпендикулярна поверхности. И ось X направлена в сторону блока. Вот в таком виде вторая система координат. И нам еще нужна третья система координат. Это система координат пластины, относительно которой мы будем сохранять нашу пластину. То есть я скрываю лезвие отрезное и ставлю систему координат вот в это место. Теперь ось Z у нас перпендикулярна вот этой поверхности, а ось X направлена по пластине. Вот в таком виде. Теперь я скрываю пластину и сохраняю все мои элементы в формате STL. Это у меня блок. У меня есть папка блок. Я сохраняю как STL. В параметрах обращайте внимание, что должны стоять галочки «Не переводить вывод данных STL в позитивное пространство» и сохранить все компоненты сборки в одном файле.
Система координат у меня будет первая. Давайте я его назову блок. Опять же, писать нужно латинскими буквами, так как SolidCam при импорте не понимает русские названия. Сохраняю. Теперь мне нужно лезвие. Также сохраняю его только теперь в другой папке, скажем так, переходник. Система координат у нас будет первая. Я назову лезвие. И теперь мне нужно сохранить пластину так же, как STL. И папка катер пластины. Но теперь у меня система координат, относительно которой я сохраняю, будет третья. Напишу пластина. Сохраняю. Ну, давайте я все открою. Ой, извиняюсь. Вот. И теперь давайте сделаем в тулките. Создадим таблицу инструментальных компонентов. Переходники и оправки сюда я добавляю блок. Папочку блок. Захожу, говорю выбор папки. У меня блок импортировался. Хвостовик также импортировать структуру. Это у меня будет теперь лезвие. И режущий инструмент, это у меня будет пластина. То есть я захожу, где я сохранил, захожу в папку cutter, выбор папки и пластина. Что здесь нужно сделать, да? Пластину нужно определить как обработка канавки. Видите, она поменяла свой рисунок. И нам еще в лезвии нужно задать точки крепления пластины. Как это делается, да? Вспоминаем. Выбираем систему координат 1, 2, SolidCam утилиты, матрица системы координат. У нас есть значения. Я их копирую. Вставляю. По оси X минус 102 905. По оси Y 21 846. По оси Z минус 40 633 и угол 5998. Проверяем. RX 5998. Хорошо. Сохраняю как. Давайте я
напишу также отрезной. Теперь давайте опять же сделаем, создадим таблицу инструментальной сборки. Чтобы нам собирать инструмент, скажем так, с блока лезвия и пластина, нам нужно переключиться в дополнительный вид. То есть теперь мы можем собирать наш инструмент сверху вниз. У нас есть таблица отрезной. Я просто переношу блок сюда. Давайте включим предварительный просмотр. Вот наш блок для лезвия. Теперь лезвие я также просто переношу сюда. Смотрите, у меня лезвие встало. И теперь пластину я также переношу сюда. Пластина у меня встала. Смотрите, все красиво, все хорошо. Единственное, что у нас есть такое понятие, как точка резания теперь в SolidCam. Это именно точка резания, относительно которой SolidCam начинает вычисляет координаты в программе. Смотрите, в данном случае у нас точка резания, ну скажем так, с правой стороны, да, вот она красная, это точка резания, вот она у нас, это точка резания, то есть это значит, что резец мы должны привязать на станке в реале, резец мы должны привязать с этой стороны, да, но, как правило, с этой стороны привязывать неудобно, то есть точку резания можно перенести. То есть, если мы поставим галочку вершина резца, то уже мы также перемещаем по Z, я сейчас не помню цифру, можем переносить нашу точку резания. Y, по-моему, у меня минус 0,62. И по оси X давайте. Не обязательно прям выставлять прям очень точно. Это все-таки больше скорее всего виртуальная точка. То есть вот так примерно выставили нашу точку резания. Давайте сохраним как. Давайте назовем его также отрезной. И давайте теперь я вам покажу, что у нас все-таки, как у нас все получается в проекте. Открываю проект. Захожу в новый инструмент. И опять же переключаюсь в дополнительный вид. И теперь мне нужно импортировать из библиотеки инструментальных сборок. У меня здесь должна быть библиотека отрезной. И
Нет, давайте мы сперва все-таки поставим блок. Я, допустим, хочу поставить в первый. Нажимаю на предварительный просмотр. У меня где-то что-то стоит. Давайте вот этот я удалю, чтобы не мешало. Да. Теперь мне нужно, вот моя задержка VDI 40. Блок мне нужно повернуть на минус 90. Вот у меня блок, универсальный блок. И дальше я импортирую инструмент, который я создал. Все делается просто. Можно там нажать галочку. Я предпочитаю теперь просто переносить. Да, у меня встал не туда. Да, все хорошо. Теперь, опять же, у меня блок встал маленько неправильно. Это не проблема. Я по Y сдвигаю минус 25. По оси X, по-моему, минус нет. По оси здесь я ставлю 0. По оси 90. Так. Да. Устанавливаю блок. И смотрите, теперь я здесь спокойно могу регулировать вылет лезвия. То есть мне сперва нужно переключиться на лезвие. И теперь вылет лезвия я могу регулировать так, как мне нужно. В данном случае x минус 30, это значит на 30 миллиметров у меня лезвие выдвинуто относительно блока. Сохраняем. И давайте сделаем быстрый переход. Сделаем переход от отрезки. У меня уже все данные есть. Через модификацию геометрии. Инструмент я выбираю первый. Да, и смотрите, вроде все у меня замечательно, все хорошо, точка резания в правильном месте. Если я сейчас посмотрю инструмент, да, вроде тоже все хорошо, но обратите внимание на пластину, как она выглядит в данном случае. Она не SolidCam ее не видит как 3D модель. Я считаю, что это, скажем так, временные трудности, потому что SolidCam это исправит, но пока у нас вот в таком виде, что, конечно же, неправильно. И если мы сделаем расчет траектории, у нас
все рассчитается, но траектория все-таки будет неправильно. И даже если мы сейчас перейдем в визуализацию SolidCam, то у нас пластина также здесь неправильно выглядит. Что я все-таки вам тогда предлагаю сделать? В данном случае здесь нам нужно везде разрушить связь. Да, что я вам здесь тогда предлагаю сделать? У пластину задать данные параметры. Она у нас 3 миллиметра. Ну давайте смотреть на самой пластине, да. Давайте поставим пока 8. W 2,5. 6 и толщина, по-моему, 2,5. Давайте посмотрим. Так, и, конечно, в лезвие мне нужно, так как я разрушил связь, убрать поворот и все-таки чуть-чуть сдвинуть. Да, вот как-то так. То есть у нас прямая пластина, высота пластины у нас, давайте, если я не ошибаюсь, 3,97 все-таки. Да, 3,97. Давайте сохраним. Он нас спрашивает принять. Мы говорим принять. Опять же рассчитаем. У нас теперь, видите, прямая линия. И теперь на визуализации у нас все хорошо. Если мы сделаем визуализацию, у нас красивая визуализация. И да, опять же, да, для любого диаметра детали либо заготовки мы можем спокойно делать вылет лезвия такой, какой нам нужен. Ну, естественно, для большого диаметра вряд ли там у каждого лезвия есть вылет, который можно узнать в каталоге производителя инструмента. Но, собственно говоря, теперь у нас можно регулировать вылет. С пластиной пока недоработки SolidCam, но все-таки я думаю, они эту недоработку исправят. Так что пользуйтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания.